Здравствуйте, мои дорогие любители Азии! Сегодня у нас будет серьезное видео относительно хаков по изучению корейского языка. Я надеюсь, вы готовы. Все то, что я сейчас вам расскажу, будет вам очень полезно для изучения корейского языка. Начнем? Воу, ну это слишком скучно. От такого учителя даже я буду с пятками сверкающими убегать. Подвиньтесь, уважаемые, подвиньтесь. Спасибо. Сегодня я расскажу вам о своем личном опыте, непосредственно как я учила язык, что мне помогло, что я использовала, и я хочу сразу предупредить, дорогие мои, возможно, это не поможет вам, оно помогло мне. Каждый по-своему воспринимает информацию, для кого-то хватит и одного прочтения, а кому-то нужно исписать весь листок одним единственным словом. В моем варианте я запоминала информацию в разных ситуациях. Как учить, если у вас нет денег? Нету денег на учебу, нету денег на репетитора, и уж тем более даже нету денег на учебники. А то и вообще невозможно их купить, потому что это наша страна. Начнем с учебников, которые можно найти в интернете, и те, которые действительно работают. Первый учебник будет, конечно же, из серии Korean Grammar in Use. Все три учебника являются огромнейшим подспорьем для того, чтобы вы учили язык, и он ложился правильными слоями, то бишь и база, и продолжение накладывания на нее слоев будет просто идеальный. Минус он на английском языке, но он уже есть в интернете и даже в моей группе с аудиочастью. Здесь вы узнаете и как строить предложения, и что такое официальная, полуофициальная часть языка, как куда что приклеивать. Вы узнаете о будущем, прошлом, настоящем, предполагаемом и далее. В самом учебнике все части эти разделены, чтобы вы получали пропорциональную информацию. Это есть нереально просто круто. И, конечно же, есть тестовая часть, благодаря которой вы понимаете, зачем это все было. Также здесь есть набор нужных слов, которые вам помогут. В принципе, весь учебник построен на том, чтобы вы правильно использовали грамматику. Поэтому в нее входят и некоторые слова, которые необходимы. Минус. За счет этого учебника вы словарный запас не пополните, но с грамматической точки зрения вы будете говорить и пользовать непосредственно грамматику правильно. Да, на нем написано топик за 30 дней, и он больше рассчитан, по идее, для тех, кто сдает топик даже сейчас, для увеличения базы словарного запаса, и сам учебник построен на то, чтобы вы реально запоминали. Здесь есть несколько систем, работающих идеально для людей, таких как, например, я, а возможно и вы. Каждый урок начинается с замечательных 30 слов, которые вы разберете непосредственно в предложении. Некоторые из этих слов бывают словосочетабельными, то бишь не просто социум, а, например, социальная помощь, социальный отдел. Также есть аудиочасть, которая качается из интернета. И, конечно же, в конце каждого урока у вас будет маленький тест на запоминание слов. На противоположной стороне будут идиомы, непосредственно слова, которые имеют два значения, а то и три значения, небольшие пословицы. И даже в конце учебника будут те самые глаголы страдательного и повелительного наклонения, которые тоже все должны знать. Сажен будет идеальным словариком. Если раньше в нем было просто мизерное количество слов, то теперь для начинающих, да и продолжающих, идеально. Вы можете даже сами, если у вас есть Naver аккаунт, пополнять его русскоязычную часть в плане корейского языка. Теперь поговорим об учебнике, который вы должны сами найти. Какой же это учебник? В моем случае я точно могу сказать, что вот эти учебники от института являются неплохим подспорьем. Минус, что без учителя, конечно, будет сложновато, но если с учителем, идеально. Потому что в одном месте вы разбираете, не отвлекаясь на что такое грамматика, за счет только объяснений учителя, то есть вы реально не отвлекаетесь от того, что говорит учитель. При этом в домашних заданиях вы прорабатываете все то, что вам объяснил учитель. Это идеальная комбинация для изучения языка с учителем. В то же время все учебники должны, наверное, быть построены именно по такой системе. Ну, в принципе, большая часть из них так и построена. То есть есть некая рыба, в которую, выбрав из выданных там, например, выше, вставить по смыслу слова, предложения, грамматику, неважно. И она работает. Поначалу будет казаться, что это бред. Я сама так думала. Нет, реально работает. Вы на какой-то подкорке начинаете это запоминать. Особенно, когда уже даже по смыслу или по какому-то наитию вы понимаете, что это именно сюда. Приложения. Да потому что телефон всегда с нами. И если здесь, в Азии, вы часто можете увидеть вот это, то
бишь это карточки, на которых вы сами выбираете, в данном случае, например, грамматические основы, вы пишете грамматику, пишете значения, с другой стороны примеры, как это делать. И листая в одну сторону, вы видите грамматику, листая в другую сторону, вы видите пример. Вы таким образом составляете свои карточки, либо флеш-карточки, которых просто огромное множество есть в интернете. И вот, к примеру, на айфоне есть вот эта бесплатная пометочка. Вы можете составить свои карточки, свои слова и все то, что необходимо вам, вплоть до словосочетаний. Все зависит от вашей фантазии. Также есть еще одно замечательное бесплатное приложение. Это слова, которые будут мелькать в течение дня, либо одно единственное слово. То есть вы ставите время, и он будет периодически вам высвечивать на экране слова. Да, ну или слово, потому что немногие же могут понять огромное количество информации. Есть и просто флеш-карточки, которые готовы, то есть там есть и звук, и слова, но минус в том, что большая часть этих карточек, к сожалению, на английском языке. И если вы не знаете английского, будет сложновато это все делать. Хотя, с другой стороны, нужно знать английский, потому что большая часть реально хороших учебников только на английском языке я встречала. Пока на русском все, что я листала даже здесь, на территории Кореи, меня не впечатлило. Но вот такие карточки реально помогают. Почему? Во-первых, вы составляете карточки сами. Во-вторых, естественно, вы выбираете то, что хотите, и программа сама делает игры. Иногда из серии «найдите правильное слово», либо найдите синонимы, либо найдите антонимы. Вы ищете эти слова, и у вас визуально глаза запоминают. Только так делать, конечно же, нельзя, поэтому многие программы флеш-карточек работают в обе стороны. И на русском, и на корейском, потому что именно такой подход к изучению языка самый правильный. Если вы будете только переводить в одну сторону, то, поверьте мне, потом будет казус. Вы будете забывать слова, либо будете примерно предполагать, что я знаю это слово, но я, не помню. Многие задаются вопросом, а можно ли учить язык в одиночку? Правильный, конечно, ответ будет, конечно же, нет. Но когда нет возможности, даже в плане того, что нет учителя, хотя великий интернет, по скайпу многие занимаются, есть возможность, которую делала я перед поездкой. Это YouTube-каналы. Это TTME, это Talk to Me in Korean, это KWO, тоже очень неплохой подход. И есть еще парочка, соответственно, вещей, которые я оставлю. Все то, что я сейчас описываю, будет в описании под видео. Посмотрите. Все эти каналы, конечно же, англоговорящие, к сожалению. Да, есть русскоговорящие, на самом деле, каналы. И ребята реально поставили свой канал на то, чтобы вы учили корейский язык. Talk to Me in Korean. Я оставила их напоследок, потому что ребята просто супер. У них есть и YouTube-канал, и приложение, и сайт, и учебники они выпускают. Минус, конечно же, на английском языке, но они подают информацию тоже в очень игровой форме, и вы ее запоминаете. Я даже с них запоминала некоторые пословицы, потому что даже учительница, объясняя их, не могла полностью донести вот этот вот какой-то нюанс. Но вот именно эти вещи помогали мне. Я понимаю, что, скорее всего, сейчас вот это не то, а что, а как, да не может быть. Все зависит от вашего желания и определения того, как вы воспринимаете информацию. В моем случае я ее воспринимаю сразу несколькими способами. То есть мне это надо и много раз прочитать, и много раз написать, и должно быть воображение в голове сработало, и, соответственно, визуальные вот эти вот игрушки на запоминание. Все это работает на меня. Что-то в большей степени, что-то в меньшей степени. А кому-то, но не мне точно, хватает и того, чтобы один раз прочитать и запомнить. Самый лучший способ, конечно же, изучать любой язык — это игра. И игровые запоминалки слов, и игровые построения предложений, все это может вам тоже сыграть хорошую помощь. Что-то вроде кум-кум-тари, кум-кум-та, но только облегченная версия для иностранцев. Сейчас вы скажете, вот все на английском, я ничего не понимаю, как же так, что-то же должно быть на русском языке. Есть! Я не выговорю название этого сайта, но вот оно. Это не только сайт, он открывается и хорошо с телефончика, вы подписываетесь за счет своего имейла, и каждый день система посылает вам новые 10 слов. Вы увидите картинки на эти слова, как они пишутся, как они проговариваются и как они проговариваются носителем языка.
Да, это очень хороший вариант, это очень хороший сайт, бесплатный сайт, но и у него есть минус, помимо того, что он на русском языке, и по идее это вау, гениально. Нет, у него есть, конечно же, минусы, я думаю, скоро с этим минусом разберутся. Он выдает за слова грамматику, а это не совсем верно. Но весь подход изучения языка идеальный. И составьте слова, и найдите правильное слово, и переведите с одного на другой язык. И все это засчитывается, и система запоминает ваш кукс, и он потом может выдавать данные, сколько и как хорошо вы запомнили. Но если вы думаете, на этом все закончилось, нет. Конечно же, для того, чтобы увеличивать свою базу слов и, в принципе, понимание языка, нужно что-то слушать, смотреть, а то и читать. Для чтения подойдут не только книжки, которые могут быть вам неинтересны. Я люблю читать именно манхву. Сейчас я говорю о вебтунах. Если вы не знаете, что это такое, это интернет-манга-комиксы. Вы можете пролистать какую-то замечательную историю, типа как Honey Blood, и оно начинает вас затягивать, и вы, не замечая для себя, начинаете читать. Какие-то слова вам становятся незнакомы. Вы, конечно же, обратитесь к саджону, к навер саджону, и таким образом у вас все равно будет расти, нарастать и увеличиваться запас не только слов, но и, в принципе, восприятия. Фильмы, дорамы, какие-то шоу, которые вас цепляют, не потому что это весело, не потому что это почему-то сейчас очень популярно, нет, оно понравилось вам. Потому что если вам что-то нравится, вы будете желать узнать, что это значит. Вы будете желать учить. Это ваша мотивация. Я знаю, что это только мой подход, то, как я учила, то, как я реагировала на что-то, и, возможно, это неправильный, не педагогический подход к изучению языка. Там должно быть структурировано, там должно быть так, сяк, вы должны получать определенную порцию в определенном количестве. Нет, каждый человек индивидуален, каждый человек по-разному воспринимает информацию. Когда идет передоз, как это бывает на курсах здесь, у вас начинается просто выливаться это из головы, вы начинаете паниковать, вы не запоминаете ничего, у вас начинается стресс, как же так, я же вот только вчера это читала, я не помню. Это нормально, когда идет передоз информации, нужно немножечко отдохнуть до момента, блин, я хочу учить. Если вам это нравится, это вам же поможет изучать язык. Ну, я во всяком случае так делаю. Я даже ютуберов корейских смотрю. Так что вот мои типсы. Я надеюсь, это видео понравилось вам. Я надеюсь, что вы нашли для себя какой-то способ для изучения корейского языка. Конечно же, поставьте пальчик вверх этому видео, если это было полезно и интересно. Подписывайтесь на мой канал, будут еще больше интересных видео. И до новых встреч. Пока-пока. Да.